Уже 5 километров блуждаю по лесу. Хотя зимой я здесь был. Но почему-то координаты меня кружат и кружат. То есть точка сохранилась, но почему-то она не показывается правильно. Я не могу найти одно очень интересное место, в котором, повторюсь-таки, уже был зимой. И потом хотел сюда прийти переночевать, но в силу определенных обстоятельств этого сделать не получилось. Сейчас дойду до этого места, и я думаю, вам оно понравится. Ну а пока приготовьте себе что-нибудь вкусненького, нарежьте бутерброды, наливайте чай, кофе, садитесь поудобнее. Погнали! Старая лесная дорога, вся заросшая, очень много валежника лежит, ветки мешают пройти по ней. Ну и вообще лес, конечно, преображается и зарастает зеленью весь. Совсем скоро здесь будет уже непроходимый лес. Интересная какая-то мошкара, или кто это, или блохи лесные какие-то, я не знаю. Черные такие, их очень много. Ну и, конечно же, я думаю, очень много клещей в лесу сейчас. Надо будет, когда иду до места, осмотреться и проверить себя на наличие клещей. Не дай бог, конечно. Ух ты, смотрите, какой муравейник. Огромный. Все, жизнь закипела у муравьев. О, да. Вот этот домик. Ух ты, какой лежак. Ну что, дорогие друзья и зрители, и подписчики канала Лесной Строитель, рад вас пригласить провести со мной сегодня этот вечер в этом прекрасном охотничьем домике. Наконец добрался, пришел сюда. Мне очень нравится атмосфера этого лесного дома. Он находится прямо посередине леса. Очень грамотно здесь отделена входная дверь с помощью вот такого вот ковра, то есть чтобы холод сюда не заходил, да, отсекался. Установлено пластиковое окно. Какой-то разделки под печь я не вижу, поэтому я не знаю, буду ли вообще ее устанавливать сегодня как-то, да, может быть в окно как-то вывести. Посмотрим. Как бы самая главная задача не навредить этому дому в первую очередь. Поэтому я подумаю, посмотрю, прикину. Ну а сейчас нужно разложить вещи. Подарок уже я сюда принес. Вот эту лампу, да, осветительная, летучая мышь, которая называется. Ну, подмести, навести порядок, я не знаю, провести хорошенько время, отдохнуть на природе, подышать свежим воздухом. Да, конечно, большой температуры мне светильник, эта лампа не даст керосиновая.
Но тем не менее, хотя бы на душе будет приятно и радостно от созерцания такого огня внутри этого домика. Дом стоит на сваях. Не совсем понимаю для чего. То есть подтопления в этом месте быть не может, в принципе, ни при каких обстоятельствах. Возможно, как-то связано с охотой. Ну и, конечно же, горы мусора здесь определенно напрягают. И портят вообще всю атмосферу посещения данного места. Но сам дом, само строение выглядит просто обалденно. Не хватает только выхода под трубу. Ну, вполне возможно, я допускаю, что это сделано специально. Если бы здесь был выход под трубу и вообще люди приходили бы и ставили печь, то они могли бы устроить какой-то лесной пожар. Может быть, в этом и есть фишка этого места. Наверное, да. То есть здесь костровой ямы я тоже не вижу и не наблюдаю. Хорошо. Не зима, да? Стало тепло уже. Все-таки время ближе к обеду. И сейчас, наверное, градусов 10. Но вечером уже похолодает. Поэтому важно подготовиться. Может быть, получится печку сейчас вывести, посмотрим. В любом случае, сейчас прикину и посмотрю, что с ней можно сделать. Каким-то образом натяну брезент огнеупорный и через него в окно сделаю выход трубы.
Отлично. Немножко убрался, подмел все, что мог. Сейчас попробую установить печку. Надеюсь, получится. Ну, а если нет, то значит нет. Значит, печку вытащу на улицу и готовить еду буду на улице. А здесь буду согреваться с помощью спального мешка. Я думаю, так будет нормально. Труба находится далеко и от этой части окна, и от этой части окна, ну и, соответственно, сверху тоже. Но теперь нужно отсечь холодный воздух, который будет поступать сюда, через открытое окно. Для этого я взял огнеупорный брезент. Сейчас его попробую вот здесь вот натянуть, прибить гвоздями, ну и сделать выход для трубы уже ножом, да. Соответственно, холодный воздух сюда попадать не будет, и печь будет давать тепло и аккумулировать его в доме. Ну и где-то здесь делаю отверстие под выход трубы. И потом ее вот так вот туда наружу вытяну.
печку затопил. Даже дыма, кстати, нет. Вообще отлично. Я думаю, можно где-то часов до 10, до 11 топить ее, чтобы в домике было тепло, прогреть его. Ну, а уже потом просто запрыгнуть в спальник и лечь спать. Чувствуется прям, что холодает. То есть вот сейчас уже градусов, я не знаю, 5, наверное. То есть 5-7 тепла. Ну, холодно становится. И уже не очень комфортно находиться на улице, поэтому пойдемте туда. Я просто вышел посмотреть вообще, как дым стелится, идет он, не идет. И вот на эту штуку, которая брезент огнеупорный, да, свисает она. Я думаю, не загорится ли она. Ну, вроде вообще брезент огнеупорный. Но мало ли. Сильно топить не буду, короче. То есть у меня будет на малых оборотах она работать, чтобы, не дай бог, не было никакого возгорания дома. Ну что, жить можно. Очень-очень тепло. Помещение маленькое. И несмотря на то, что печь, в принципе, тоже такая слабенькая, да, маломощная, прогревает очень быстро. Сейчас чаек попью. Не жизнь, а малина. Слушайте, я смотрю, дом-то снизу утеплен, минватой. А стены нет. Стены просто обшиты снаружи доской и внутри частично вагонкой. И плюс ко всему ветрозащита. Тем не менее, этого достаточно, чтобы было тепло. То есть на улице сейчас градусов 6 тепла, а в доме, я думаю, 30-ник. А сваи сделаны надежно. Несмотря на то, что их повело, они прослужат еще очень долго. Хотя я думаю, что уже этому дому лет 10 минимум. Как бы даже не 15. Что, дорогие зрители и подписчики канала, дорогие друзья, наступило время приготовить ужин. И сегодня на ужин у меня будут свиные ребрышки. В первую очередь, прежде чем их приготовить, нужно замариновать. Для маринада буду использовать такие ингредиенты, как соевый соус, кетчуп, мед и, соответственно, смесь перцев. Какую-то посуду отдельную для приготовления маринада я не взял. Поэтому буду все делать по ходу пьесы. То есть обмазывать на ходу. Сначала медом, потом соевым соусом, кетчупом, специями. То есть вот все это натереть. Упакую в фольгу и оставлю на пару часов замариноваться. Ну и когда все это дело замаринуется, после этого как раз в печи появятся угли. И уже можно будет бросить просто на дно печки и приготовить свиные ребрышки. Давайте будем вместе готовить вкусную еду.
Сходите к холодильнику и тоже что-нибудь себе приготовьте. Хотя бы бутерброды. Все. Теперь оставляю это мариноваться на пару часов. А пока маринуется, можно и, пожалуй, прилечь, отдохнуть, покемарить. Часик-другой. Отличный домик, несмотря на его малые размеры. Еще если бы можно было организовать каким-то образом вторую кровать, то здесь вполне с большим таким комфортом могли бы разместиться два гостя с ночевкой. В целом, перекантоваться какое-то время, да, там, укрыться, я не знаю, там, от метели, например, тут можно и шестерым, и семерым, и восьмерым даже людям зайти, надышать без печки. Построен вполне добротно, и не хватает прям самую малость его доделать, доработать, да, вот эти стены возвести, крышу зашить, например, потолок, и будет вообще просто великолепно. Ну а так, в целях туристического, да, там, посещения просто зайти, место просто шикарное, повторюсь таки. В глухом лесу, никого рядом нет. Милое дело отдохнуть на свежем воздухе от городской суеты и побыть наедине с своими мыслями. Слышали, как пели сейчас? Очень красиво птицы. Я аж проснулся. И оставляю запекаться ребра примерно на час на углях. Они как раз будут самой лучшей готовности для того, чтобы были самыми вкусными. Кстати, рецепт этих ребрышек предоставил мне Сергей, Сережка-поварешка. Привет тебе, Серег.
Вот. И еще хотел добавить, что, как вы помните, в прошлый раз, когда я был у Ильи с канала «Тайные тропы» в гостях, был розыгрыш, да? Розыгрыш в Телеграме-канале проходил. А вот что в этой коробке, вы можете попробовать угадать. Предлагаю какое-то подобие конкурса сделать. Так вот, в коробке был афганский казан, и самым первым ответил на этот вопрос правильно Федор Цветков из Санкт-Петербурга. Соответственно, он получает точно такой же приз от меня, афганский казан. Федор Цветков, большое вам спасибо за участие и поздравляю с победой еще раз. Несмотря на то, что мы уже с вами общались в Телеграме. Все, жду час и буду есть вкуснейшие свиные ребра. Ребрышки свиные готовы, правда немного по краям подгорели. Но специфика готовки в этой печи весьма такая интересная. Поэтому, что есть, то есть. В любом случае, вот эти вот все центральные ребра точно не сгоревшие и точно будут вкусные. Приятного аппетита, если вы едите вместе со мной. Ну, а я буду пробовать ребрышки. Это прям лайк. Очень вкусно. Великолепный рецепт. Великолепные ребрышки. Очень-очень вкусно. Ем и все. И уже до завтра. Лягу спать. Что, с добрым утром. На мой взгляд, печка себя оправдала. Конечно, ее установка такая весьма опасная, наверное, поэтому лучше не рисковать и так не делать. Все-таки вот этот вот огнеупорный брезент мог, не дай бог, упасть и, соответственно,
Труба могла тоже там завалиться, упасть, либо тяга прекратилась бы, к примеру, да, и вообще все начало бы здесь дымить, и можно было задохнуться от угарного газа, например. В общем, это очень опасно и чревато последствиями. Я никому не рекомендую этого делать, ни в коем случае повторять. Ну, а у меня ночь прошла хорошо, спал в тепле, где-то, наверное, часа в 3-4 утра уже печь прогорела. Ну, там угли остались, они, кстати, до сих пор еще есть немного, поэтому на улицу выкинул, пусть пока дотлеют, чтобы потом просто все это вытряхнуть и уже сложить в свою сумку, убрать. И вот в 3 часа, когда вся печь прогорела, стало резко холодать. То есть именно в 3, где-то в 4 часа я залез в спальник зимний. Тем не менее, сейчас здесь довольно-таки тепло. На улице я не знаю сколько, ну, прям реально около нулевая температура. Дубак, прям мягко сказать. Ну, вот такой вот у нас май в этом году какой-то ужасно холодный, просто невероятно. Сейчас собираю все вещи до конца и пойду домой. Весь этот видеоролик я снимал на штатив, такой гнущийся, и он у меня постоянно еще падал, ну, периодически. Большой штатив я забыл взять, поэтому такие ракурсы получились весьма стрёмные, да, то есть то горизонт завален, и даже я выравнивать его в видеомонтаже не буду, то есть все пусть останется так, как есть. Хардкорно. Спасибо этому домику за уютный, теплый ночлег. Спасибо хозяевам этого дома за то, что приютили меня этой ночью. Мне было тепло, комфортно. Ну, а вам, я думаю, тоже было хорошо и приятно провести время вместе со мной. Это был канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока, скоро увидимся.